Друзья, я всех приветствую. Недавно у меня в мастерской появился вот такой вот чудо-сварочный аппарат TIG-сварки. Мне его подарила вот эта вот компания замечательная. Так как я на нем буду очень часто работать и постигать все азы этого нелегкого дела, буду периодически снимать видео на эту тему. Кстати, у меня уже есть несколько советов, которые я постиг, познал. Я изучал перед тем, как начать варить, естественно. Но на эти мелочи я не обратил никакого внимания. Думал, что все само собой разумеющееся, все будет отлично работать, и аппарат будет хотя бы вот так вот варить алюминий и вот так нержавеющую сталь. Но вы представляете, друзья? Изначально мне даже близко не удалось приблизиться к таким результатам. Хотя у меня с руками в принципе все нормально. Прямо я могу линию провести. У меня получалось примерно вот что. Вот такая какая-то чернуха. Как видите, здесь газ защитный в принципе не работал. Здесь тоже вот чернуха какая-то получалась. Дикая вообще жесть. Ну, внутри то понятно, там газа когда нет, получаются вот такие вещи. В общем, что же мне пришлось осознать, прежде чем аппарат начал нормально варить? Первое, что меня подвело, это вот этот вот редуктор. Вот, обратите внимание, редуктор аргоновый AR40. Я думал, что его будет вполне достаточно, и аппарат будет нормально варить. Но аппарат, когда мы берем горелку, вот, например, я вам сейчас продемонстрирую. Вот сейчас я нажимаю, и слышно такой, ну, плавный, скажем так, пуск, плавный выход газа идет. Нет какого-то взрыва. Если чисто подключить на вот этот редуктор, как у меня в принципе изначально и было, то при нажатии на кнопку накопленное давление в шланге, оно резко выстреливало, тушило дугу, ну, в общем, дуга сбивалась, и начать по-нормальному сварку было невозможно. То есть самое, в принципе, основное, это начало сварки, оно было недоступно. В комментах посоветовали поставить вот такой пропановый редуктор обычный, на выходе из вот этого высокого давления редуктора поставить пропановский. Что я, в принципе, и сделал, и сейчас вот этот момент, он у меня полностью, ну практически полностью отсутствует, и все прекрасно. Можно прекрасно стартовать, делать нормальные, скажем так, точки ставить, ну вот как здесь, например. Кстати, в следующем видео вы уже увидите детали реактивного двигателя, сваренные вот этой вот TIG-сваркой. Поэтому я и выпускаю это видео, чтобы вам показать, поделиться своими, так сказать, впечатлениями. Тут, конечно, в основном болтология одна, но тем не менее. Даже вот пытался сварить кубик, то есть обнаглел уже в конец, хотел сварить кубик из 0,5 миллиметровой нержавеющей стали. В принципе, как вы видите, кое-какие грани мне даже удавалось создать. Но напорол косяков и в итоге, скажем так, запорол весь проект. Хотя здесь я очень точно, очень-очень точно подгонял все грани. Кстати, еще один из моментов, чтобы варить хорошо в стык. Как видите, здесь вот неплохо получалось. В середине прожег отверстие, скажем так. Вот. Ну, чтобы хорошо варить, детали должны быть очень здорово пристыкованы друг к другу. Иначе ничего не получится. Хотя вот такими вот точками довольно-таки просто можно их соединять. Если выставить нормальный ампераж, для этого соответствующий. Вот, например, для 0,6-0,5 мм нержавейки я ставлю примерно 50 ампер. То есть ток вот здесь выставляется. Я ставлю 50-60 ампер. И два листа нержавейки вот такими точками можно схватывать вообще вполне себе спокойно. Если поставил точку, можно потом спокойно вести уже на маленьком ампераже. И все прекрасно получается. Получаются такие вот великолепные, в принципе, сварные швы. Это я уже бил ее кувалдами, плющил, пробовал разрушить. Но ничего у меня не получилось. В общем, с редуктором, я надеюсь, все понятно. Далее, самое основное, опять же, и самое важное, это заточка электрода. Я, честно говоря, изначально вообще думал, его точить не надо. Потому что есть толстые электроды. Кстати, я такие купил, это троечка. На мою горелку они вообще не подходят. То есть, мне они не нужны, получается.
на мою горелочку вот были в последующем закуплены вот такие электроды диаметром 1,6 мм. Это по нержавейке. Кстати, перед этим я покупал по алюминию и нержавейку варил электродами по алюминию. Они такого здесь синего цвета кончик. По алюминию конец белого цвета. Ну, в общем, что касаемо заточки, ребят. Обязательно нужно затачивать электрод. Ну, там есть разные типы заточки. Я вот сейчас в данный момент остановился вот так. Везде советуют 2-3 диаметра электрода. То есть вот длина вот этого угла 2-3 диаметра. Сейчас 2 диаметра на электроде. Если чуть острее, будет 3 диаметра. И обязательно нужно затуплять кончик. Иначе дуга себя не очень хорошо ведет. Кончик затуплять нужно 0,2-0,5 мм. Я пока где-то примерно на 0,2 мм остановился. А изначально я просто в горелку воткнул электрод вольфрамовый и пробовал варить. И при этом, естественно, ничего не получалось. Также у меня из экспериментов есть вот такое качество сварки ленточной пилы. Как вы можете заметить, довольно-таки прикольно. Я вот даже пытался ломать, но она все равно ломается в этом месте, потому что качество металла здесь уже закалка уже отсутствует, и здесь прочности меньше. То есть это было у меня в качестве именно эксперимента. Это эксперименты над жаропрочной сталью. Также был еще большой трэш по аргону. Продали очень плохой аргон. Я даже на лайв-канале, по-моему, об этом высказывался уже. Там целая история. Вот это 5-й баллон у меня, друзья. 5-й и уже большой баллон с нормальным аргоном. Я не уверен, что он сверхвысокой частоты какой-то. Но, по крайней мере, он позволяет варить. Вот я 8-ку варил алюминий. Это тоже как бы экспериментировал на 150 амперах. Но у меня уже электросеть не тянет. Здесь я пробовал просто накладывать швы на алюминий. Тоже какая-то чернуха появляется, но это смотря с каким присадочным прутком. С одними присадочными прутками у меня вот такое беленькое получается, вот более-менее. А с другими всегда есть какая-то чернуха. Но все равно более-менее варит. В принципе, алюминий у меня получилось максимально качественно заварить вот так. Это профиль, примерно 2 мм толщина стенки. И вот у меня получилось вот так варить алюминий. В принципе, довольно-таки быстро. Если правильно все заточено, электрод, все варится. Опять же, по электродам, если только прикоснулся хоть чуть-чуть к сварочной ванне, то электрод он либо прогорает сразу, ну, кончик ломается. Особенно если сразу выключил и оно остыло. Ну, оно и само бывает, просто прекращается сварка и остывает электрод, он обламывается кончик, там остается вольфрам, это очень плохо. И плюс электрод приходит в негодность. Сейчас, если такое происходит, я сразу достаю новый электродик, уже заточенный. Точу я их, кстати, на наждаке. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Вот у меня есть электроды негожие, скажем так, которые уже нужно затачивать. Вот даже малейшая неприятность, и вот кончик уже обломанный, нужно точить. А здесь есть где-то электрод, когда макаешь в ванну, либо касается присадочного прутка. Ну вот гляньте, какой получился шарик. Интересно. Итак, показываю, как я точу электроды. Вот он, круг у меня вращается. И поехали. Обычно точу 2 руками, ну сейчас держу камеру. Думаю, можно показать и так. Риски должны быть направлены обязательно вдоль электрода, то есть вот так точить нельзя. Я об этом читал, в принципе, и сразу так делал. Ну, когда уже понял, что вообще точить надо электрод. Изначально я тупо пользовался вот так. Я думал, разница в том, что тоньше электрод, либо толще покупаешь. То есть, если электрод нужно точить все равно, то в принципе можно и толстым электродом точно так же пользоваться. Я не понимал, зачем тогда разница в диаметрах. В принципе, и сейчас не до конца понимаю. Можно, по идее, воткнуть толстый электрод и заточить его остренько и работать. Вот, обратите внимание, какая заточка. Потом я беру вот так и слегка
притупляю. Кстати, что интересно, я очень много видео посмотрел. В принципе, везде об этом говорят, но как-то говорят, как будто это, ну, надо заточить электрод там и так далее. Как будто это не сверхважно. Друзья, на мой взгляд, это прям, ну, просто сверх-супер важно, что надо его затачивать. Вот сейчас 2 диаметра угол заточки. Я это в градусах вам не скажу сколько. Если сделать более полого, ну вот так примерно 3 диаметра. Кстати, очень важно стремиться, чтобы этот угол был одинаковый. То есть, чтобы не было перекоса. От этого угла, почему это так важно, зависит, как идет дуга. То есть дуга, она как бы отражается под 90 градусов, там, ну, либо под каким-то другим углом, потому что аргон ее немножко сдувает, отклоняет. Вот. И чем мы тупее затачиваем, тем плотность дуги выше. И, соответственно, оставляет меньший след, но плотность тока больше в каком-то определенном месте. И лучше в том месте проплавляется. Это всего лишь мои первые впечатления от сварки. Я уже спалил один маленький баллон, потом пол баллона очень неудачного газа. Там такое ощущение, что аргон с кислородом был. Вот. Ну и на пятый раз замены этих всех баллонов у меня появился вот этот, в принципе, вполне себе нормальным аргоном. Получается варить просто иной раз просто восхитительно. Ну вот. Вот здесь вот кусочек есть, маленький шов такой, прям очень даже качественно все получалось. Нету окислов. Я, кстати, приобрел большое сопло на 10. Мне с этим соплом гораздо больше нравится варить. В стандарте идут вот такие сопла на 4 и на 5. Вот. Кстати, по поводу точечной сварки, друзья. Я уже пробовал и такие вещи. Вот обратите внимание, вот этот кубик мой страшный. Он такой страшный, потому что я вот это все дело соединял с помощью точечной сварки. Как видите, все соединяется, ничего не разъединяется. Могу вам, в принципе, даже показать, как происходит процесс и как можно адаптировать обычную линзу, вот эту дешевую, мега дешевую, под точечную сварку. Конечно, спецы, наверное, все это дело не одобрят, но мне захотелось попробовать, я обточил на алмазе. С помощью насадки вот этой можно уже точечную сварочку воспроизвести. Сейчас покажу. Вот эту я откручиваю. Раз. И прикручиваю вот эту. Вот эти вот канавки нужны для выхода аргона. Потому что нужно плотно прижимать. Ну и опять же нужно завести электрод вовнутрь. Поставлю новый электрод, недавно заточенный. Ну, в принципе, я вот тут экспериментировал с глубиной. В заводских насадках есть шаблон, которым глубину можно регулировать. Здесь, в принципе, тоже можно со временем подрасчитать глубину. Так, ну и что бы мы хотели подсварить? Так, ну вот, к примеру, имеем 2 таких куска нержавейки. Не знаю, кстати, с первого раза получится или нет. Тут все-таки нужно как-то немножко потренироваться с тем материалом, с которым варить впоследствии. Допустим, на 80 амперах просто вот так прижимаю и делаю вот так. Хоп. По идее должно привариться. Я думаю, 100% приварилось, что оторвать будет нереально. Хотя трещит. Не, плохо приварилось. Видимо, потому что на меди лежало. Я же говорю, тут нужно со временем поэкспериментировать. Временем воздействия. Плюс, смотря на чем лежит. На меди, конечно, это слишком жестко. Она сразу все тепло забирает. Попробуем вот так. Главное, чтобы не прожгло насквозь. Так, поставлю чуть больше, 100 ампер. И вот так прижимаем. Хоп. Смотрим. Вот здесь уже сварилось. Все, оторвать нереально.
В принципе, если нужно в редких случаях пользоваться, можно обойтись вот такой простейшей насадочкой, сделанной из обычной линзы. Пробовал варить медь, также экспериментировал. С таким куском у меня ничего не получилось. Медь обладает огромной теплопроводностью, просто гигантской, и оно просто не может ее начать плавить. Либо у меня в сети не хватает. Я, опять же, до 150 ампер. На 200, возможно, все дело пошло. Здесь начинает варить. Здесь 2,5 мм толщина стенки. Ну, а трубу медную, в принципе, спокойно варит. А вот какие-то мои потуги. Потом я отломал этот конец. Ну, опять же, чтобы хорошо сваривать, нужно, чтобы были очень плотно подогнаны детали. Это раз. Если плохо подогнаны, то уже нужно пользоваться присадочным материалом. Я уже вот тут еще закупил присадочных прутков, потому что те закончились. По алюминию нужно закупить. Заказал газовые линзы себе с Китая. В принципе, ребята, на этом все. Я именно хотел сделать такое полезное видео для новичков. То есть, так как я новичок и только начал познавать вот это великое дело техсварки, я как бы от первого лица вижу сразу все вот эти вот недочеты в интернете. То есть я учился тоже по интернету, но не сразу все понял. Зато вот ребята в комментариях мне быстро посоветовали, что да как нужно делать. Я прислушался к этим советам, и сразу все стало, в принципе, ну, неплохо получаться. Хотя тренироваться здесь нужно, и можно всю жизнь совершенствоваться в этом деле. Так что, кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками, посоветуйте это видео тому, кто тоже только вот недавно, допустим, приобрел подобный аналогичный аппарат техсварки. Я думаю, тому человеку тоже будет интересно. А у меня на этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока.